Приветствую вас на моем канале. В этом ролике мы мастерим милого пасхального зайку. Буквально за полчаса вы можете сделать такую игрушку. Это все элементарно. Просто из вязаного квадрата получается вот такой милый зайчик. Я проводила мастер-класс своим детям. Они тоже сделали таких заек. Конечно, кривоватые у них получились, но тоже очень миленькие. Вот такая компания у нас собралась. В принципе, зайку можно связать из любой пряжи. Мы будем вязать из пряжи Yarnart Pink на спицах номер 6. Пряжа имитирует мех. Оставляем небольшой кончик нити и обычным способом набираем 22 петли. Это 20 петель плюс 2 кромочные. Мы сейчас будем вывязывать квадрат. Сторона моего квадрата будет около 12 сантиметров. Здесь можно связать квадрат любой величины. Просто чем больше квадрат, тем больше зайка у вас выйдет. Набрали нужное нам количество петель. 22 петли у меня здесь. Разворачиваемся. Мы будем вязать платочной вязкой, то есть во всех рядах все петли будем провязывать лицевыми. Первую кромочную всегда снимаем, последнюю будем провязывать изнаночной. И начинаем провязывать все петли лицевыми в каждом ряду. Главное здесь ни одну петлю не потерять, потому что такой длинный ворс нам немного мешает в вязании. Довязали ряд, разворачиваемся и продолжаем провязывать все петли лицевыми. Всего провяжем 25 рядов. Я провязала 25 рядов. Такое пушистое полотно у нас выходит. Мы начинаем закрывать петли самым обычным способом. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой, накидываем на нее предыдущую. Следующую провязываем, накидываем на нее предыдущую. Туго петли не затягивайте, чтобы полотно не стянулось. Закрываем так все петли до конца ряда. Квадрат наш готов. Давайте измерим. Ширина 12,5 сантиметров, высота 12. Теперь нам понадобится иголка с широким ушком. Для начала спрячем мешающие нам хвостики. Я прячу, пропуская иглу, пропуская наши хвостики прямо вдоль закрытия петель. И с другой стороны то же самое. Далее нам надо будет проложить следующие швы. Первый идет посередине полотна, затем он уходит в середину верхушки и возвращается к месту начала, то есть такой треугольничек. Здесь у нас будет шов, самый простой, вперед иголкой. Просто проходим по середине полотна. Дошли до конца квадрата, протягиваем нить. Далее идем в верхушку. Точно так же, просто вот таким образом прокалывая полотно туда-сюда. И затем в начало шва. Сформировали треугольник. И внутри него у нас будет голова. Надо нам ее набить холофайбером или просто ватой. Чуть затягиваем нити, и у нас образовывается такая лунка для головы. Чем больше холофайбера мы в нее поместим, тем она будет плотнее. Постепенно затягиваем нити. Затягиваем потуже и завязываем на узелок. У нас сформировалась голова и ушки. Далее нам надо выполнить шов по спине и набить тело холофайбером. Здесь я просто соединяю спинку и вот такими соединительными стежками просто зашиваю ее.
Набиваем тело холофайбером. Лишний хвостик нити тоже можно спрятать вовнутрь. Замыкаем тело зайки, пройдя иголкой по всей окружности вот таким образом. Просто подхватываем полотно и затягиваем. Закрепляем нить. Вот что у нас получилось на данный момент. Нам осталось сделать хвостик и пришить глазки и нос. Для хвоста мы наматываем на 2 пальца нить. Я делаю 20 оборотов. Затем нить отрезаем и обматываем вокруг наших образовавшихся петель. Закрепили наш хвост и далее завяжем наши петли поперек. Просто вот таким образом завязываем петельки посередине. Делаем узелок и пришиваем хвост. Один конец нити вводим в полотно. Здесь его оставляем. И еще один конец нити тоже вводим в полотно. Делаем узелок и прячем хвостики в тело зайца. Хвост готов. Осталось пришить глазки и нос. У меня вот такие пуговки. Пуговки на ножке. Заказывала я их на Озоне. Они у меня будут и глазами, и носом. Намечаем место для глаз и пришиваем. Обычной иголкой, обычной ниткой. Нос мы пришиваем по желанию. Без него зайка тоже очень милый. Все готово. Буквально полчаса, и у вас в руках такое милое создание. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.